Господа, приветствую. Рад вас видеть. Сегодня мы собрались в этой комнате, чтобы решить очень важный вопрос. В что играть-то сегодня будем? Да что тут думать? Только Дэнди, только хардкор. Дэнди? Опять? Давайте уже сыграем во что-нибудь реально крутое. Дэнди это хорошо, конечно, но Сега просто топчик. Сега топчик. Не смешите мою шляпу, уважаемый. Супер Нинтендо по всем параметрам лучше. Чушь собачья. Так, ребята, не разводите тут опять свои бессмысленные споры. Мы ведь с вами вообще все ретро-игры любим. Так ведь? В той или иной степени все. Вот видите, все игры и платформы по-своему хороши. За ретро-игры. Все ваши ретро-игры полная хрень. Пацан, ты чё попутал? А что вы в них вообще нашли? Графика, отстой, однотипный геймплей. Во многих играх нет никакого сюжета, и они обычно сложные просто запредельно. Что мы в них нашли? Ты для этого сюда пришел? Чтобы узнать ответ на вопрос? Вообще-то нет, но вы меня заинтриговали. Ну что ж, сынок, как можно ярче представь, что ты никогда в жизни не видел своего компьютера с интернетом, своих Xbox'ов с PS4, а телефоны были только вот такими. Расслабься и слушай внимательно, а я попробую тебе объяснить это на собственном примере. Я появился на свет 1 сентября 1992 года и был совершенно обыкновенным ребенком. Ходил, как и все, в детский сад. Иногда. Смотрел наикрутейшие мультики, да и вообще был без ума от телевизора. И однажды при просмотре ОРТ, году в 96-м, наверное, открыл для себя передачу под названием «Новая реальность». Одна только мысль о том, что ты можешь управлять персонажем на экране, к тому же известным и до безумия любимым, просто срывала башню нахрен. При том условии, что всю жизнь до этого ты держал в руках только пластмассовые машинки, кубики и, например, фигурки из киндер-сюрприза. А это было равноценно управлению мультиком, особенно когда показывали игры на Сегу или Супер Нинтендо. Я уже тогда понимал, что последние две приставки мне не светят точно, но у меня есть шанс выключить Дэнди. Ни родители, ни бабушка с дедом, к сожалению, не оценили моих детских слез и истерик. Говорили, мол, просто денег нет. Да и что я все равно еще слишком маленький. А через пару лет, возможно, и купят, и надо немножко потерпеть. Позже оказалось, что все не так плохо, и у двоюродных братьев-сестер Дэнди в наличии появилась. Через год примерно, как я о ней узнал. Вот только 95% времени я просто наблюдал за тем, как играют более старшие товарищи. И лишь изредка выпадала возможность подержать джойстик в руках. А когда он был у меня в руках, то почти каждый раз это выглядело вот так. Не жми сильно, джойстик сломаешь. Да не сильно я жму. Да не так, ты вообще не то делаешь, дай покажу. Не надо, я сам. Ты сейчас запоришься, давай пройду. Да я сам хочу. Ты еще маленький, играть не умеешь.
овер. Давай джойстик. Да блин. Жиза. А куда девались остальные 5% времени? Ну, не постоянно же они в Денди играли. Мне иногда доставалось и по полчаса, а за редким случаем и по часу спокойненькой игры. Ни с чем не сравнимый был кайф. Денди появилась не только лишь у всех. Фу, не только у них. Например, появилась она и у моего тогдашнего корешка Андрюхи. Мы его потом Ельциным звать будем. Ну, похож ведь. Кто это мы? Мы, в смысле мы с Женькой Злыдневым, с которым я познакомился в 98-м. Он тогда при мне второго Терминатора на Денди прошел. Мне игра, конечно, очень понравилась. Все ключевые события фильма там были, но отдельные ее моменты вызывали жесткое недоумение у нас обоих. Например, почему Терминатор такой мелкий? Почему его могут вырубить обычные люди голыми руками? Это что за Кинг-Конг такой вышел? Вот этот хрен бородатый, что ли? Он скорее похож на плешивого качка с отбеленной кожей. Может, это просто из пряги бородатого, пацан? Вариант. Ты чё бороду обижаешь, пёс? 1 минуту, уважаем. Ну чё, будем базарить? Пошли раз на раз выйдем. Куда ты пошел, Женька у меня всего пару раз был тогда в гостях. Но вскоре у меня появился еще один дружбан, Сева. А его ты нам не покажешь, сенсей? Помню, тогда он еще в садик ходил, а я уже собирался идти в 1 класс. Да, сколько ж бородатых лет с тех пор прошло? 20. То с Севой тусил я, в общем, то с Андрюхой, то с одногруппниками по детсаду, позже ставшими мне одноклассниками. И все, в общем, было здорово. Но как бы пафосно это ни звучало, самое интересное начнется в следующем тысячелетии. Наступил 2000 год, но никакого чуда не произошло. Машины не начали летать, и роботы не начали патрулировать улицу. Зато у нас остались все прежние радости детской жизни, и глобально ничего нового лет 5, пожалуй, еще не будет, до появления мобильников. И в то же время начало 2000-х стало самым ярким и насыщенным периодом детства. Начнем с того, что я первый раз своими глазами увидел ПК. Он даже по меркам того времени был чутка староват. И это был... Готовы? Pentium 1 на 95-й винде. Очаровашка, правда? А эти божественные звуки его устаревшего харда просто сводили с ума. Где вы такое допотопное чудо вообще встретили, сенсей? В нашей местной типографии. А с чего это вдруг тебя вообще туда пускали? Мальчик, а ты кто? Я внук директора. Если я правильно понимаю, ты не соврал тогда мужику. Да, правду, разумеется, сказал. И ведь нашел, что сказать. Смекалистым ты был пацаном. А то вся типография месяц угорала. Насчет компа. Честно сказать, я понятия даже не имею, что вообще из игры мог тянуть этот аппарат. Кроме стандартных игр типа косынки или сапера, на нем были еще парочка сторонних интересных игрулин от российских разработчиков. Wild Snake, переведенная на русский почему-то как Змеелов, Netwalk, которая не переведена была, по-моему, и 3D Pinball. По визуалу эти игры сейчас напоминают самоделки любителей на Game Maker, но тогда это было топово и несравнимо ни с чем. Вы только гляньте на эту заставку со змеюками, это ж... Ну, то есть, так мне тогда казалось. Чем помимо игр можно было себя развлечь на этом компе? Ну правильно, разумеется, рисованием. Сколько я в этом пейнте провел часов, уже и примерно не скажешь.
Очень много. Жаль, конечно, мои шедевры не разрешали сохранять. Обидно было. Особенно, когда что-то более-менее получалось. А что насчет Сеги-то вообще? Да, вскоре настал и тот момент, когда я увидел несколько сеговских игр вживую у Севы в гостях. И даже в них поиграл. Прикоснулся к недостижимому ранее, детской мечте, легенде. Не передать даже, как это круто было. Но несмотря на всю эту крутизну, вытеснить Денди с первого места в моем сердце у Сеги так и не получилось. Но почему? 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 Витя! Нет, это совсем не значит, что она мне не нравилась. Очень даже нравилась. И желание завладеть Сегой тоже было. То, что 2 приставки в раз мне никто не купит, это и так было понятно. И как я уже говорил, Денди в моем списке желаний была в приоритете. И все-таки, что было тому причиной? Честно, ребят, я не знаю. На Денди игры более динамичные, душевные, что ли. Они просто роднее. Вот именно! Закройся! Когда мы с Женьком стали активнее общаться, я увидел еще больше классных дендевских игр. Great Tank, например, Power Blade 2, Ninja Gaiden 3, Getaway, Robocop 3, Вторые черепашки, да и много чего еще, список будет длинным. Женька оставлял мне их вместе с приставкой иногда погонять, ну и конечно очень часто вместе играли. А тем временем пришел 2002 год, я закончил 3 класс, а своей приставки до сих пор не было. И тут наконец дед собрался в город покупать мне Денди. Ну все, думаю, столько лет я этого ждал, собственная Денди. Весь день проходил на нервике от радости. А вместо нее Сега приехала. Вот это поворот! Хочешь сказать, тебя это расстроило? Как ни странно, да, но ненадолго. Сегу-то я тоже хотел. В комплекте у нее, кстати, никогда не было картриджей, а стоили они довольно дорого. Мне же досталось целых 3. Road Blasters, Том и Джерри и Гранада. А как же все-таки Денди? Ну, мы с дедом поговорили, и он пообещал, что и Денди потом мне купит как-нибудь. Под игры мне тогда выделили вот эту милую ламповую пухляшку, Рекорд 312. Я просто обожал этот ящик. Он обладал какой-то магией притяжения, что ли. На Рекорде особых проблем с картинкой я не замечал, а вот когда я подключал Сегу к отцовским телевизорам, горизонтам, то качество падало довольно заметно. Как это? Почему? Возможно, дело в приемниках сигнала самих телеков. Ну и сеговский ретранслятор сам по себе слабоват. Так или иначе, выбора не было, я просто играл и не жаловался. Все равно АВ-провод просто некуда было подключить. Но, несмотря на весь мусор, сигнал хотя бы был цветной, спасибо Полсикаму. И вот в ноябре того же года мне удалось выпросить еще и видак. Через антенное ДМВ гнездо горизонта он показывал прекрасно. И я сразу заприметил это. В голове тут же промелькнула мысль, что наверняка будет можно использовать видеомагнитофон в качестве переходника. Блин, да не, страшно что-то. А если я что-нибудь запарю? Еще один видак просить, что ли? И спустя месяца 3 таких вот боязливых раздумий любопытство все же одержало верх. Но... Здесь 4 гнезда, а не 2. В которые втыкать? Считалочка указала мне на нижнее, воткнул в нижнее. Что это, блин, за хрень? Ну, слава богу. Значит, можно еще разок попробовать. Может, просто контакт отходит?
Да что я делаю не так-то, ё-моё? Окей, а что если верхние воткнуть? А потом моя мечта, которую я лелеял целых 7 лет, осуществилась. Мне наконец-таки купили Дэнди. Чистокровный джуниор, прям как из 90-х. За Дэнди! Шнур РФ в комплекте, 2 джойстика, световой пистолет, блок питания и один единственный картридж. Мы еще тогда карики кассетами называли, помнишь? Да, из-за недосмотра китайцев, видимо. В этом картридже особо ничего крутого я не ждал увидеть. Все мы были уже в курсе этих фокусов с девятками. Ну, думаю, ладно, первое время можно и в танчики с Марио погонять, почему нет? Это чё это? Duck Hunt, Two Duck Hunt, Quest Shooting, Mario Bios. Кого? Blind Animal. Блин, а где танчики? Но на другой странице списка их тоже не было. И на следующей за ней. То есть, понимаете, как мне повезло? 4 пункта, в котором не повторяются игры, но 3 из них для пистолета, и это на самом деле просто разные режимы оригинального рома Duck Hunt, плюс еще какой-то странный Марио. То есть, по факту в этом картридже 2 игры, которые выдали за 4 честных и размножили, чтобы получилось 999 пунктов. Я всякого дерьма повидал на Дэнди, но такое вижу в первый раз. Грандиозное кидалово. В общем, такой был расклад. Я и так уже раскулачил родных и на Сегу, и на Видик, а теперь еще и на Дэнди. А это значит, что денег на картриджи я не увижу, как своих ушей. Тем более, что нормальные игры можно было приобрести только в городе, а к нам редко свозили что-то интересное, но и оно разбиралось быстро по понятным причинам. И если бы не мои друзья, которые давали мне картриджи на время, мне бы вообще не во что было играть. Братан, ну ты чё? Бедный ребенок. Ладно, давайте о чем-нибудь повеселее. Один случай с рекордом, например, меня однажды очень сильно удивил. Это был июль 2003 года, может август. Играл я себе спокойненько в Great Tank у бабушки на Женькином Сюбаре, и тут заходит злой батя. Вырубай игрушку свою, посмотришь телевизор. Пришел на обед, думал, телевизор хоть посмотрю, а вместо программы наблюдаю, как Витя танчики гоняет. Не понял. Это как так? Я решил увидеть это своими глазами, думал, что этого просто не может быть. Вот мы живем, вот бабушка с дедом. От телека до телека расстояние, грубо скажем, метров 20. Зашел домой и вижу вот это. Сигнал с Дэнди положил телевизионный на лопатки. Я, конечно, сходил обратно, выключил, подождал минут 20 и просто продолжил играть. А спустя какое-то время в целях научного интереса попробовал провернуть это специально еще раз, но уже на своем джуниоре. Почему-то фокус не удался практически никак. Очертания игры проскакивали иногда, но не более. Тогда я решил подключиться к бабушкиному горизонту, но наш, стоявший через дорогу, просто смачно на это плюнул. Видимо, комбинация рекорда и Сюбара каким-то образом давала хороший эффект ретрансляции. Но мне, к сожалению, больше никогда в жизни эту комбинацию применить не удалось. А что так? Рекорд дали временно попользоваться и его не вернули. А потом, через много лет, я увидел его разобранный трупик. А что было дальше, сенсей?
А дальше я познакомлю тебя с такой игрой по Mortal Kombat, которая считается самой легендарной из всей серии, но о которой ты уже едва ли слышал, сынок. Одноклассники тогда ко мне принесли 2 картриджа – Mortal Kombat 3 и Ultimate Mortal Kombat 3. Я и раньше знал, что Sega-платформа крутая и давала возможность как будто попадать внутрь мультфильма, но вот это был просто отвал башки. Мучил только один вопрос. Как это возможно нарисовать? Они просто взяли и перенесли людей в игру. Сейчас я и сам практикую подобные вещи, но тогда эту технологию мне невозможно было представить даже приблизительно. В общем, я был просто шокирован. И мне тогда, как помню, оставили МК-3 до вечера, а ультиматка была настолько редкой в наших краях, что попросить ее на время невозможно было прям никак. Просто поверьте на слово. Тем временем тема МК продолжала оставаться популярной, по крайней мере среди нас. Я как раз уже посмотрел второй фильм на видеокассете, который мне очень даже полюбился тогда. Сейчас я вижу, насколько он из ряда вон плох. Но он был одним из тех фильмов, который сподобил меня начать крутить вертушки и в будущем снимать с парнями огородные драки. Во времена были. Неплохо. Жаль, качество убитое. Ну, за Mortal Kombat. Помимо видеоигр нужно было еще и уроки учить, а летом обязательно читать книжки. Но читать я не любил от слова «очень». Это была просто необходимость, безо всякой мотивации и желания этим заниматься. Редко какая книга могла меня хоть как-нибудь увлечь, и я откладывал список заданных на лето книг до последнего. Я тоже читать не люблю, если честно. Так вот, чтобы книги все же были прочитаны, бабушка придумала прятать мои приставки и выдавать их мне строго на определенное время. Не более получаса, как правило. При выполнении каких-нибудь условий, например... Пока 200 страниц не прочитаешь, деньги не получишь. Кошмар! Спрятанные приставки я находил редко, и чтобы не дать себе совсем засохнуть, воплотил в жизнь одну замечательную идейку. Пропуская через себя сигнал, видак может его записывать. Оставалось только по чесноку заработать Сегу, найти кассету с ненужным материалом, и вуаля! Гениально! Ощущения были, конечно, не те, но тоже неплохо. Прикольно. Летсплей начала нулевых, когда я еще в садик ходил. Вот-вот. Может, у вас и анбоксинг уже в то время был? Своего рода был, да? Да ладно. Когда мне было 12, попал я во вторую городскую, кажется, больницу города Кургана на обследование желудка. И к нам в палату заехал ребенок с мамой. Пару раз она оставляла его под моим присмотром, а позже попросила у меня адрес и выслала в подарок по почте картриджи от Dendy, порядка штук 15. Ого, нормальный улов. Ну, да, правда это в основном были повторяющиеся 4-игровки со средневековыми играми, но обложки с рисунками были довольно знатными. Хотя и не слишком каноничными. Прикольная дичь. Из прикольного в этой посылке были, например, Legend of Cage, Race America, Hack Super Contra, KQ Tiger, странная, но прикольная SD Heroes Okesin Taose Akuna Gundan, лучшая, на мой взгляд, версия футбола на Dendy, ну и танчики с Марио наконец-то подъехали. И если в общем, то я безусловно был очень рад этим подаркам. Ребят, я сейчас. Так, признавайтесь, кто ему опять коньяка в колу набодяжил? Ну-ну, знаю я вас, читеров.
Незаметно подкрался 2004, и двоюродным братьям Сашке и Юрке уже по 5 лет стукнуло. Кто-то потихонечку, а кто-то уже и вовсю осваивал видеоигры. И как они? Достойно играли? Для 5-летних, да, вполне. Сразу вспомнилась одна забавная случайность. Пришли мы как-то с Женькой до Санька с кариком Power Blade 2 и дали ему поиграть. Саша покатался по выбору уровней и выбрал почему-то 3-й. А потом было как-то так. И самое забавное, то, что произошло спустя 10 лет, когда мы все собрались у меня и решили этот опыт повторить. Так, все, ладненько, исторический момент. Вот так где-то, давай. Что за фигня? 3-й уровень выбирай. Вспомнил, нет? О, вспомнил, да? Да. Исторический момент. Прыгать на следующую кнопку. Вот на эту или на эту. Да, забавно. И вот, наконец, я узнал, что такое интернет. Так значит, у кого-то он все-таки был? Да, но только у избранных. Женя был одним из таких. Страшно представить, что там была за скорость. Мегабитная, наверное. Что? Средняя скорость интернета у нас на момент 2005 года составляла 10 килобайт в секунду. Парень, ты как? Я в норме. Да, интернет пусть и был медленнее улитки, но позволял скачивать многие вещи без проблем и открывать новое, в том числе эмуляторы ретро-систем, типа той же Dendy или Sega. Стоп! Я только и слышу Dendy, Sega, ну серьезно! Я понимаю, что вы не могли себе купить оригинальную SNES, ее, может, к вам и не возили никогда, но, блин, хоть в интернете нашли эмуль, ознакомились? То есть нет? Пипец. В начале 10-х годов только. Ну, понимаешь? Когда ее реклама пропала с телека, мы о ней даже как-то и не вспомнили. Она осталась для нас забытым артефактом, который никто не видел, и мы в этом не виноваты. Эмуляторы имели свои плюсы. Например, можно было поиграть бесплатно во что угодно. Но смущали только две вещи. Игра на клавиатуре и полная невозможность поиграть в эти игры на приставке. Увидел-то я много нового. И было обидненько. А комп у Евгения, надеюсь, был мощный? Для того времени, безусловно. Можно было играть в продвинутые, современные на тот момент игры. Например, Train Simulator, Противостояние 3, GTA Vice City и, прости господи, игра по фильму «Бумер». Насколько сильное впечатление у меня осталось, вы уже, наверное, догадываетесь, учитывая то, что я видел раньше, до этого. Глаз не был замылен, это было ново, революционно, если хотите. Мы не видели то, что модели были низкополигональными, мы видели трехмерный мир. Мы видели новые возможности игр и с удовольствием терялись в этом океане, как айсберги, не замечая текстуры низкого разрешения. Но вся эта роскошь лично для меня была малодоступной. Я все так же сидел за приставками перед телевизором. Но, прошу заметить, уже перед собственным, цветным. Вот так незаметно и пролетела первая половина нулевых годов, вместе с основной частью детства. Итак, вторая половина нулевых. Чем же она была для меня так примечательна? Думаете, я сейчас скажу про все эти субкультуры, Блейзер, Сентябрь горит, Убийца плачет, да? А вот и нет. Чувак, ты точно с нашей планеты? Да-да, меня это обошло, ну и слава тебе, Господи. Но мобильники, конечно, были уже у многих, разумеется, и у меня. О, можно с этого момента поподробнее?
Ну, в смысле, какие они, телефоны того времени? Ты точно хочешь это знать? Смотри, не выруби себя фейспалмом и не говори, что я не предупреждал. Я слушаю. Расскажу про свой первый. Кнопочная панель, цветной экран 3 на 2 см, 100 килобайт памяти, поддержка полифонии, глючащий диктофон со звуком как из задницы, камера в 0,3 мегапикселя, интернет WAP GPRS, позволяющий скачивать видюшки за 3 минуты и внушительную сумму денег. Ну вот, блин. И я в норме. А те, у кого телефоны были покруче, повально скачивали модные тогда рингтоны на звонок за бешеные деньги. Алло, кто это? Директор? Да пошел ты в директор. Это не глюк. Прикинь, чувак, тебе звонят. Алло, кореша звонят, бухать пора. Это твой телефон говорит. Не знаю, как у других, а нашим зельем помешательства был и оставался Mortal долбаный Kombat, и к середине нулевых оно как раз достигало своего пика. То ли в конце 2005-го, то ли в начале 2006-го оказался я с дедом на городском рынке и задумал как-нибудь выпросить у него купить картридж с Mortal Kombat'ом, желательно прям ультиматку. Так, и... Обычная версия третьего Мортала стоила рублей 180, а вот ультиматка то ли 250, то ли 300 рублей. Для того времени это были просто космические деньги за карик. Я тогда в жизни в руках больше полтинника не держал. Ну и вместе с моей двадцаткой у нас хватило только на МК-3. Да, это было не совсем то, что я хотел, но мне открылось пространство для тренировок. Верите или нет, я сам постепенно открывал и записывал суперудары и даже некоторые комбинации бойцов. И никаких настоящих книжек с кодами и подсказками у меня тогда не было. При всем при этом игра не надоедала, и в это время я практически полностью на Сегу перелез. К новым и более крутым дендевским играм у меня закрылся доступ. У всех была уже Сега в основном. А потом... В общем... Ну, не томи. С тяжелым сердцем, но отдал я свою слоновую приставку Юрке. Ту свою первую любовь, которую я когда-то так долго ждал. Успокаивая себя тем, что, видимо, пришло время двигаться дальше, а ребенку нужнее. Ах ты, предатель! Чувак, ну, он так просил. Я просто вспомнил маленького себя, когда она мне так же сильно была нужна. Похвально. Юрчик всегда любил только логические игры, типа Тетриса или Magic Jewelry, но на всякий случай я отдал ему все картриджи. И даже сделал самопальные этикетки с надписями на русском, чтоб он не путался. И Дэнди от меня уехала. А тем временем Россиюшку полностью захватили трехмерные игры, и у Севы как раз уже появилась PlayStation, которая могла похвастаться такими играми, как Driver 2, Road Rush Jailbreak, Colin McRae Rally, Tekken 3, Mortal Kombat 4, Quake 2, Need for Speed High Stakes, WWF SmackDown 2 и так далее. Боже, мои глаза! Да не, на телевизоре, тем более маленьком, это подсглаживалось и выглядело прям то, что надо. Как бы там ни было, я больше смотрел, чем играл. Да, плойка, конечно, меня цепляла и... Сенсей? Да-да-да, я просто одну важную деталь из вида упустил. Еще одна мечта осуществилась, да, при весьма спутанных обстоятельствах. Если совсем уж коротко, то она мне досталась ценой всех моих картриджей. Но до этого вообще, наверное, недели 2-3 я сидел без игр. Долгая история. Поиграв, наверное, с полгода, я подумал, что уже достаточно крут, чтобы сразиться с каким-нибудь прошаренным в этой игре человеком. И Андрюха однажды устроил мне такую встречу. И ты победил, правильно? Не, размазали меня. Оказалось, что игра с компьютером и живым хорошим игроком – это вообще не то же самое.
И зачастую мне не удавалось нанести даже одного единственного удара. Я тогда толком не понял, в чем прикол, но решил использовать силу кодовухи, которую мне на время подогнали. Yeah, let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude. I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. I just work hard, yeah, harder than the rest. Some people say I'm lucky, others saying that I'm blessed. But I keep my head down, cause I crave progress. You ain't never gonna stop me, cause it's my conquest. And I'm never gonna rest, yeah. And y'all don't know that I'm a soldier. I always felt like I'm alone, yeah. When everybody thinks they know, yeah. And y'all don't even know I own, yeah. And now I'm ready taking over. Cause every day I'm getting closer. Just look at everything I'll show ya. And now I'm ready, I'ma blow up. Yeah. Витя, хватит трёкать. Учи уроки. Туба! А ты неплохо прокачался, друг мой. Было дело. Но в Мортале я и тогда не был супер крутым, как могло показаться. А теперь и подавно. Погоди-ка, ты говорил, что тебе эту кодовуху только на время давали, то есть... Тетрадки! Именно. А я немного не въехал, о чем речь. Мы переписывали в тетрадки пароли и подсказки из книжек с ними. Кому-то это было нужно, потому что не было своей такой книжки. Кому-то так легче было запомнить, а кто-то исписывал тетрадки просто потому, что это было интересно. Да и мало ли кому она потом понадобится. Покажете? Да, конечно. Одна такая у меня имеется. Я ее делал для друга, который мне ее через много лет потом вручил обратно. Для которого всему свое время. Я писал там, конечно, не все игры, а выборочно, которые были или могли у нас быть. И в большинстве своем это был, разумеется, Mortal Kombat, куда ж без него. Сколько лет вообще я в Mortal играл и не парился, и вдруг однажды мой взор упал на текст. И прям очень захотелось узнать, что же там в игре происходит. Английский я еще толком не знал, поэтому единственной пришедшей в голову мыслью была найти русскую версию. Но это казалось чем-то настолько невыполнимым, что хоть смирись, хоть в лужу попробуй газануть. Да, даже для моей местности ее было не очень просто достать. Хотите спойлер? Мне удалось. Да ладно! Сам был в шоке. Андрюха сказал, что у пары ребят в глядянке есть русская версия, и что он даже теоретически может ее достать на один вечер. Я сначала подумал, что он меня разводит, но на следующий день мы сели на велике и поехали. И что, прям так просто все получилось? Да если бы. Одного не оказалось дома, другой не дал. Поехали с поражением домой. И тут Андрюша вспомнил, у кого она еще есть. И оказалось, что чувак совсем недалеко от меня живет. Жека! Чё? Дай на вечер ультиматку, а? Не-а. Да нам только переписать. Не-а. На картридж. Не-а. Ну пожалуйста. Не-а. Ну пожалуйста. Мы тебе с утреца вернем. Не-а. Ну пожалуйста. Ну ладно. Он вынес картридж, а я полетел домой. Даже толком не читая эти тексты, записал их все на видеокассету быстренько, а на следующий день с утреца сам поехал и все вернул. Мы с ним разговорились и пошли ко мне играть в Mortal. Так и скорешились, и в нашей компании появился еще один Женек. Леонов. Хочешь верь, хочешь не верь. Значит, тезка? Нифига себе.
А в кино он не снимался случайно? Об этом как-нибудь потом, быть может. Так вот, тетрадка, кстати, именно от него ко мне и вернулась. Отдав Дэнди в другие руки, видимо, я подпортил свою карму, и у Сеги в один прекрасный день просто слетел звук. Чё за... Где звук? Я перепробовал другие шнуры, другие блоки питания, продувал слот для картриджей, но это, к сожалению, никак не помогло. И разве вам никто не смог ее отремонтировать? Играть без звука — это же ужасно. Согласен. Но не все было так однозначно. То есть... Спустя часа полтора Сега начинает из себя что-то выдавливать. А спустя еще часок звук и вовсе мог полностью прийти в норму. С чем это связано, я понятия не имею. В технике вообще не разбираюсь. А чтобы играть было повеселее, я быстро придумал выход. Например, просто включал радио, какой-нибудь диск или аудиокассету. Этот парень не может не нравиться, но я в нормальном смысле слова. Дело в том, что здесь мы имеем дело с тем самым случаем, когда человек пришел к звездам через такие тернии, что и врагу не пожелаешь. Пока его отец... Тест-драйв модели Крайслер. Интересно, а когда у вас ПК появился? Вот об этом как раз и поговорим. В декабре 2007-го под самый Новый год мне подарили комп. Выложили тогда за него 32 тысячи, что эквивалентно было бы сейчас сборке тысяч за 50 с плюсом. Тогда это были большие деньги, и комп им вполне соответствовал. И насколько он был мощный? Двухъядерный процессор частотой около 2 ГГц, видеокарта на 512 МБ, целый гигабайт оперативки и место на жестком диске невероятных 250 гигов. Ну, уже что-то где-то. Так вот, имея такой мощный аппарат, знаете, что я сделал первым делом? Эмулей накачал, что ли? Джойстик достать, разумеется, было негде и не на что, а на клавиатуре играть в Дэнди или Сегу было таким себе удовольствием с одной стороны, но с другой это был совершенно новый опыт. В конце концов, к этому приходилось привыкать. Ну и куда же, разумеется, без всеми любимых 3D игр, которые наконец-то тоже стали частью моей жизни. Однако из стрелялок мне полюбилась только первая Call of Duty, в которую я и сейчас с удовольствием могу погонять. Стратегии оказались вообще не моим жанром. GTA 3, Vice City и San Andreas безусловно стояли в приоритете. И только гоночные игры вонзили стрелой в мое сердце, пробив его насквозь. И это, конечно, была серия NFS. Кратенько пробежимся по ней. В конце уже 2008-го мой новый друг Димон принес на флешке пиратский порезанный Most Wanted. Ух, такие графонистые автомобильчики были, тюнинг, гонки, атмосферный городок, все такое. Но у игры была еще одна такая черта, которую мы сначала терпеть не могли, а потом всем сердцем полюбили. По крайней мере, я уж точно. О, да. Кстати, куда ты дел сюжет? Куда его пираты дели, лучше спроси.
Потом к нам в компанию занесло Underground 2 и по странной традиции обратного отсчета первый Underground. Вторая часть просто опьяняла своим уровнем свободы и разнообразия. Тюнинга здесь, конечно, очень много, что вроде бы и плюс, но там столько кастомного колхоза, что человек с плохим вкусом может прям очень сильно переборщить. Первый Underground был тоже по-своему прикольный, со своей атмосферой, где уличными гонками прямо пахло, и самым топовым, по-моему, музлом в серии. Но вот сложность местами не слабо так поджигала пятую точку, и мне порой прям очень не хватало столь привычной свободной езды. Подъехавший в копилку карбон выделяло 3 вещи: тюнинг с настраиваемыми деталями, гонки в каньоне и безумный дрифт. Почему безумный? А потому что, когда ты идешь на очередной миллионный рекорд по очкам, на 8-м круге ты выглядишь вот так. У меня постоянно были друзья в гостях, но раз ПК еще был в диковинку, у меня иногда даже целая толпа собиралась. И мне не хватает этих времен. То есть вы совсем отошли от старых приставок? Ну, как тебе сказать? Я перешел на эмуляторы, уже с джойстиком, как положено. Но однажды в 2010 году, когда я был у Юрика в гостях, спросил у него про Денди. И оказалось, что Денди давненько собирала пыль в коробке, а он про нее и не вспоминал уже. Почему? Потому что компьютер. Так это значит, что... Да. Ну ладно, забирай. Вот это любовь! За любовь! Эмуляторы бросать тоже было бы глупо. Как выяснилось, у них есть своеобразные преимущества перед приставкой. Какие именно? Использование сохранений, запись видео и звука, игра по сети. Некоторые даже взламывали игры с их помощью.
Но в чем Эмули проигрывают безоговорочно, так это в атмосфере. Особенно когда по сети еще нельзя было при этом общаться друг с другом в голосовой связи. Ну, такое. О чем и речь. Поэтому, если вдруг хотелось поиграть вдвоем, несмотря на то, что возможность выпадала все реже, лучшим решением было натуральное железо. А теперь вам всем такой вопросик. Не возникало ли у вас когда-нибудь желание сделать собственную игру? Или подправить косяки вашей любимой игры? Или может сделать ее продолжение? У меня? Да нет. Мне либо что-то нравится, либо не нравится. Да и зачем создавать свое, когда уже всего много? А я хотел продолжения некоторых любимых игр. Не могу сказать, насколько я прям хотел, но фантазировал бывало, размышлял, как бы сделал я. А я не знаю, что сказать, соглашусь с пацаном. А мы с Женькой Злыдневым, например, всегда хотели. И мечтали, что однажды создание своей игры станет возможным. И потом, когда появился нормальный инет, мы потихоньку начали собирать информацию об этом, но самостоятельно освоить разработку игр у нас не получилось. И не получалось до тех пор, пока нам не встретился вот этот человек. Здравствуйте, меня зовут Гасан Рафаэль, мой ник Second Channel. Я автор проекта Team Ninja on Candy 4 All is Coming Back. Женек познакомился с Рафаэлем на одном из его сайтов, который был посвящен любимым играм Дэнди, на почве общей симпатии ко второму Powerblade. Имея в наличии мечту и наброски уровней к продолжению игры, Женя поделился ими с Рафаэлем. И только потом выяснилось, что он был таким же энтузиастом, как и мы, но уже гораздо более успешным в области домашнего игростроя. Вот только в Женькин проект он не мог вмешаться, поскольку еще с 2009 года делает свой, как он уже ранее сказал. С 2009-го? Вот это выдержка! И до сих пор делает? А чё так долго? Во-первых, стремление довести каждую мелочь до совершенства. Во-вторых, отсутствие опыта на старте. В-третьих, ему мало кто помогает с графическими ресурсами. Надо отметить, что у него получается действительно здорово. Но есть маленький такой нюансик. Сложно! Короче, если ты не лютый фанат Ниндзя Гайдена на Денди, советую пройти сначала всю трилогию, а потом уже браться за это. Но даже в этом случае высока вероятность сломать в гневе джойстик или клавиатуру. Игра не для слабаков, в общем, но все же она заслуживает, чтобы ее тренить и проходить дальше. Поверьте, она делается с большой любовью, и атмосфера передана на уровне. А что насчет проекта Евгения Сенсей? Рафаэль Женю поднатаскал, и результаты потихоньку пошли. Начав вот с этой пробы, Женя позже превратит ее в это. Затем сделает вот такую приколюху, и вот что из нее получится. И наконец в дело пошел Great Tank 2. И параллельно еще множество интересных экспериментов недостроев, посредством которых Женя накапливал опыт. Но разве ты не хотел сейчас рассказать о том проекте мечты по Powerblade? Правильно, я к нему и подвожу. Игра выглядит так же, как и вторая часть, но это все-таки не она. Определенного сюжета у нее до сих пор нет, и физика игры воссоздана пускай и не идеально, но уже довольно точно. Самое главное достоинство проекта — это, безусловно, уровни. Вы только гляньте на всю эту красоту. Ну и плюсом ко всему есть собственные уникальные костюмы.
Женя, кстати, пытался и меня научить программировать. И вот что получилось у меня в мой первый раз. Ну и еще куча недоделок на жестком диске валяется. Ничего в области программирования не получилось, ну и бог с ним. В 2014 году сделал свою последнюю попытку и забил на это окончательно. А все эти проекты тоже можно назвать ретро-играми? Хороший вопрос. Скорее нет, чем да. Несмотря на то, что они выполнены или приближены к тому старому стилю, даже NFS Most Wanted в большей степени ретро, чем, например, тот же PB3. Но так ли важно, ретро это или нет? Это наши детские мечты, которые не так быстро, как хотелось бы, но потихоньку воплощаются в реальность. Нашими собственными руками. А ты став покупал вообще какой-нибудь? Ну, в смысле, когда уже был свой доход? Покупал в разумных пределах. С покупкой картриджей можно было разориться довольно быстро, поэтому взял как альтернативу новодельную Dendy со встроенными играми. Ты, блин, серьезно? Там же полное фуфло обычно толкают. Обычно, но не всегда. Мне попался как раз вполне годный экземпляр, хотя и в самом деле без большого везения тут не обошлось. Да не, в смысле, нажимается приятненько. Нет, есть световой пистолет. Это что, это блок питания, что ли? Ну, ты что хотел? Симбас, кстати, в 90-х еще вырос. Так что меня не надурит. Но по поводу встроенных 260. Кстати, расцветка очень радует, прям как у моего джуниора. Такая же расцветка, это классно. И опа. А я не снял. Чего? Ух ты. Шикос. 260 игр! Тут по-любому где-то собака зарыта. Игры там действительно разные, но дело в том, что количество годных составляет примерно 1/3 из списка. А, ну вот, я же говорил. Ну и в 2014 году еще купил PS2. Лицензия? Лицензия. Ой, да неужели? Да в этом как раз и проблема. Это последняя ревизия, и хрен ее прошьешь. Диски были непригодны, а новых купить особо нет и не было возможности. С нее же бонусом упала тушка PS1 со сломанным приводом и целая гора платок от картриджей Sega и Dendy. Ну и плюс еще друг с Якутска аж Сегу целую подарил. Подождите. Этот шум, это звук. Господи. Это звук. Это звук. Звук. Спасибо. Что-то я слишком увлекся. Итак, что же мы такого нашли в ретро-играх? Это очень трудно понять, если это не пережить, или хотя бы не вникнуть в то, как это было и как мы это ощущали. Те игры в то время для нас были еще не ретро, тогда они были новыми, нашей новой реальностью. Мы жили во время открытий, когда каждая новая приставка или игра зачастую приводила в экстаз. И даже несмотря на порой высокую сложность, в них хотелось играть снова и снова. Эти игры знакомили нас и делали лучшими друзьями, заставляли нас творить, закаляли наш характер, дарили вагон удовольствия и в конце концов просто сделали наше детство. Но дело тут не только в ностальгии. Мы и будучи взрослыми любим эти игры такими, как они есть, потому что это совершенно заслуженно. Понял, сынок? Кажется, понял.
Спасибо за рассказ. Прикольно было ваше время. Теперь буду еще больше ценить то, что у меня есть. Пойду поиграю в GTA-шку. То есть все это было зря? Ну почему же? Он научился уважать нашу культуру. Просто у него другие ценности, присущие этому времени. Это надо просто принять. Однажды и он смахнет пыль со своей PS4 и уронит слезинку ностальгии. Я не знаю, что будет с ретро-играми в далеком будущем, но я точно знаю одно. Пока живы мы и наши пиксельные сердца бьются, мы их никогда не забудем. Так, а чего мы раскисли-то? Го играть! Battletoads и Double Dragon. А давайте.